Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте все, кто смотрит мой канал. Дарья Чикаго. Я нахожусь в пригороде Чикаго, который называется Buffalo Grove. И сегодня решила вам рассказать про русский магазин. Этот магазин называется «Кавьяр», что переводится «икра». И хозяин этого магазина любезно согласился побеседовать с нами и рассказать, откуда он приехал, какой ассортимент у него есть в магазине, что он там продает, где он достает, так сказать, товары. Вот, поэтому мы сейчас пойдем вовнутрь и посмотрим, побеседуем с ним. Пошли. И вот еще раз, теперь мы зашли в магазин уже, так как я вам рассказала, куда мы заходим. И вот мы встретили нашего замечательного хозяина этого магазина. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Феликс Фишел. Я являюсь владельцем этого магазина и компании Daniel's Caviar. У меня еще есть компания, которая занимается продажей икры, рыбы, только в этом магазине. Но этот магазин, конечно, всегда актуален и очень важен в том деле, в котором я нахожусь. А скажите, пожалуйста, почему вот называется Daniel's Caviar? То есть это чье-то имя? Да, это имя моего маленького сына. У меня 4 деток, и у всех детей есть, естественно, свои имена. Но вот Daniel's подходил больше, как бы есть такое сочетание Джек Дэниелс, там Дэниелс что-то, а остальные имена не подходили. Ну, плюс ко всему еще он был самый маленький, и хотелось сделать так, чтобы это было приятно для семьи. Приятно для семьи. Откуда вы вообще вот приехали? Я родом с Киева, приехал в Америку 17 лет назад, до этого жил в Израиле. И люблю эту страну, поэтому живу здесь. А скажите, пожалуйста, а как вот у вас появилась идея открыть вот такой магазин? Эта идея у меня вынашивалась долгое время. Я практически всю жизнь занимаюсь этим бизнесом. Не со всеми икрой, но продуктами. И всегда в моем ассортименте, в магазинах, которые у меня были в Израиле, там была целая сеть магазинов даже, всегда присутствовал продукт под названием икра, естественно. От этого никуда не убежишь. И у меня всегда была идея открыть магазин, наверное, магазин икры. Наверное, не приходил момент, не чувствовал, что это нужно было. Даже когда я открывал здесь магазин, у нас уже в Америке, в Чикаго, то окружающие меня люди очень скептически к этому относились. Ну да, говорили, кому нужна эта икра, зачем она нужна, она продается во всех магазинах. Везде есть, да. Ну, вот как бы даже можно с насмешкой, может быть. Но сегодня ситуация уже совсем другая. Так, а скажите, пожалуйста, вот еще кто-то работает у вас в магазине из членов семьи? Или вообще, когда мы открывали магазин, мне помогала супруга, помогали детки, все помогали. Сегодня всем это дело надоело. Они помогают мне только когда очень много людей. Это бывает несколько раз в году, на большие праздники. Они помогают. Даже берут специально выходные, отпуска для того, чтобы помочь и быть вместе. Да. Трудный момент. Как вообще, вот сколько часов вы проводите вот в магазине, допустим, в день или в неделю? Вот есть какой-то у вас у меня нет четкого графика. Естественно, я много времени проводил в те дни, когда мы открывались. Это было уже вот около 10 лет назад. И сегодня я здесь реже бываю, чаще после обеда. Ну, практически каждый день. Нет такого четкого графика. Ну, конечно же, много времени уделяю магазину. Мы, знаете, много делаем для того, чтобы в магазине были интересные продукты. Для этого нужно время, нужно заниматься. Ну, и желание иметь, конечно, большое. Замечательно. Ну, и талант, конечно. Замечательно. Я очень люблю ваш магазин. У вас действительно очень вкусные продукты. Я вот больше всего у вас именно покупаю всегда икру и всем советую. Спасибо. А скажите, у вас магазин открыт каждый день или есть какие-то дни, когда вы не работаете? Мы работаем 364 дня в году. Один день выходной, если это не высокосный день. Один день выходной 1 января.
Мы действительно 1 января уже не можем физически работать. Это действительно такой период, когда нам сложно, тяжело. Но закрывая 31-го магазин, мы знаем, что у нас впереди выходной и Новый год. Мы всегда довольны и счастливы. А есть какой-то вот период, ну, допустим, самый день, когда больше всего у вас продаж вот в году? То есть, получается, вот может Да, быть... да, конечно, есть. Конечно, это когда праздники, безусловно. Самые большие продажи это в декабре месяце. А вот начиная с Thanksgiving, Дня Благодарения, да. Вот на День Благодарения очень много американцев приходят. Ну, мы условно говорим американцы. Это все, кто живет в Америке, не говорящие на русском языке или на наших языках, которые мы говорим. Начиная с День Благодарения до Нового года очень много людей. Естественно, это такие праздники, когда без икры вообще представить себе стол практически невозможно. Но вот даже если ты сильно не хочешь икру, все равно приходится покупать. Приходится покупать. А вот вы предупредили мой уже следующий вопрос. В русскоязычной общине вас знают хорошо люди, а вот, допустим, приходят ли какие-то другие, вот вы сказали американцы, но кто еще приходит, вот именно, может быть, есть, допустим, китайцы или жители? Да, есть, конечно, нам приходят, безусловно, все, приходят чернокожие, желтокожие, белокожие, любые народы мира, американцы на праздники свои, вот на Истер вот скоро будет праздник. На Пасху, да? На Пасху будет много американцев, они приходят, покупают в основном черную икру. Ну и мы что-то, конечно же, им еще предлагаем. Рыбку копченую, бывают какие-то сладости, что-то. Пытаемся заинтересовать их. Но интересно, что к нам приходит очень много японцев. Почему японцы приходят к нам за икрою? Они покупают красную икру в основном. Они называют ее икура. Да, японцы приучены к красной икре. И очень интересный факт, что Япония является страной, где красную икру практически боготворят. Есть государственные субсидии, когда с маленьких лет, с ясель, в детском саду буквально приучают и, можно сказать, заставляют японцев есть красную икру. Интересно. Может быть, поэтому они живут дольше всех на земле. Да, здорово. То есть красная икра более, вы скажете, может быть, более популярна, чем черная вообще? Вообще, конечно. Ну, прежде всего, это, конечно же, еще связано с ценой. Ценой, да. Конечно. Цена на черную икру значительно выше. А так, конечно же, я думаю, что черную икру не против бы все есть тоже. Но люди есть такие, которые не любят черную икру, любят больше красную. Поэтому красная икра, конечно, больше продукт популярный и такой необходимый для наших людей. А вот скажите, вот почему, я, например, не понимаю, почему икра черная дороже, чем красная? То есть ее меньше в рыбе или этой рыбы меньше? Ну, безусловно, наверное, существует какая-то история этому всему. Конечно же, лососей больше на земле. Их даже по наименованиям, по всевозможным, их выращивают очень много. Они легче выращиваются, потому что лосось, например, осетрину, для того, чтобы из нее получить икру, нужно 20 лет. Вот 20 лет малек, и через 20 лет только первую икру получить можно. Даже если ее выращивают, ее доят, но опять же таки через 20 лет. Если вы пускаете в природу малька, или он рождается, проходит 20 лет. Поэтому сегодня есть определенные запреты, потому что в свое время ее выловили, убили, уничтожили. Но лосось водится везде, по всему миру. Вот даже у нас в Мичиган, там, на Аляске, на побережье Тихого океана есть лосось везде практически. Вот мы конечно, в холодных морозилку у вас видели, Баку, да? Да. Ну, черная икра – это осетровая икра, и она водится вот в некоторых местах в мире. Есть точечные места, в основном это на Каспии, чуть на Дальнем Востоке. У нас есть и американская осетровая икра. Она, правда, не ценится сильно, не пользуется популярностью в мире, но все равно осетрину знают. Я думаю, что сегодня в Америке люди, у которых есть достаток, стараются на каком-то мероприятии, чтобы была всегда черная икра. Я просто знаю очень много людей, американцев,
которые действительно вот без черной икры ни одно парень не делает. Интересно. Потому что разные. Я знаю, что иногда вот встречаешь, люди не пробовали икру, пробуют не очень. Да, конечно, люди нравится. все разные, безусловно. Попробуй американца заставить съесть холодец или там, Да. не знаю, квашеную капусту, селедочку нашу вкусную, которую мы вкусно сами делаем. Мы все получаем это удовольствие, они нет. Ну, мы наоборот что-то не любим, потому что это нормальная вещь. То есть вот, судя по тому, что вы говорите, наверное, икра самый главный такой продукт, да, в магазине? Да, конечно, поэтому наш магазин называется «Кевиар». Мы не хотели называть его «икра», все-таки это слово, мы живем в Америке, мы его назвали «Кевиар», ну, всем понятно, всем известно, что кевиар – это икра, это у нас более 100 видов икры в магазине. Естественно, мы гарантируем обязательно, и кабачковая, и заморская, мы гарантируем самые низкие цены в нашем магазине в Чикаго, окрестностях и ближайших штатах. Мы гарантируем самый большой выбор, естественно, ну и, конечно же, самое лучшее качество. Супер, да. Вот, и действительно, в нашем магазине можно купить икру любую. Вот вы когда-нибудь о какой-то икре слышали, когда-нибудь пробовали где-то, кто-то вам рассказывал о какой-то икре, вы можете прийти к нам, рассказать, и мы вам даже вот по каким-то сломам, по фотографии, вам можем дать такую икру. То есть я считаю, что у нас магазин на самом деле уникальный в этом смысле. Вот то, что связано с икрой, это точно. Супер. А сколько примерно у вас вообще вот наименования товаров? Ну так. Ну, у нас есть много, сотни наименований, у нас только более 100 видов икры. То есть в нашем магазине можно купить, в принципе, все, как в любом продуктовом магазине. Но у нас такой небольшой магазин, семейный, там нету 100 видов сахара, ну, у нас есть сахар какой-то. Нет там 100 видов гречки, но можно купить гречку. Но в то же самое время мы предлагаем какие-то необычные, интересные продукты, что-то по интересным ценам, а что-то такое, что можно купить только у нас. А что, например, вот только у вас можно купить такой, вот скажите? Ну вот вы понимаете, что все-таки... Необычный. Да, вы понимаете, что мы не можем быть эксклюзивны настолько, что только у нас город большой, вообще страна большая. Естественно, если приходит товар или где-то он существует, уже кто-то хочет тоже его приобрести, купить. Даже если мы продаем, люди узнают, кто-то, я делаю рекламу, кто-то имеет тоже какой-то магазин, тоже задается вопросом, где это куплено, где это взято. Естественно, мы занимаемся бизнесом, здесь открыто все. Но при том, при всем, в нашем магазине можно купить, я всегда говорю, что можно купить такие товары, которые можно купить не во всех магазинах. Но есть, например, ледяная рыба у нас. Вот я вам гарантирую, что это можно купить только у нас. А ледяная – это именно вот название сорта? Название ледяная. Это айсфиш, да, ледяная рыба. Ее очень мало на планете, она очень редкая. И вот у меня есть друзья, которые привозят, импортируют рыбу с других стран, экспортируют рыбу с других стран. И они специально, у них есть тоже свои магазины, специально для себя и для меня, ну, там берут там некоторое количество. И вот в нашем магазине можно купить ее. Она действительно очень вкусная, невероятно вкусная и так далее. Можно не говорить тоже так много. Но ледяная рыба действительно достойная такая, интересная. Ее покупают у нас много. И все очень довольны. Вот это то, что можно купить только у нас. Ну, естественно, мы что-то коптим сами. По заказу мне это делают. Там, у нас, в принципе, продукты в своем роде эксклюзивные для нашего магазина. Естественно, что если мы продаем там сало, мы говорим, что оно лучшее у нас в городе, но, естественно, можно купить не точно такое, но можно купить в другом магазине, но оно не точно такое. Поэтому у нас есть клиенты, которые приходят там, только там за салом, за пельменями, за хинкалями, за какими-то там сладостями, которые продаются только в нашем магазине. Может быть, да, у нас есть колбасы там с дикого кабана, с медвежатины. Может, это кому-то покажется даже кощунством, но это на рынке есть, это продается. Это не мы ходим, охотимся за медведями там, и так далее. То есть это разрешено государством, у нас все есть, безусловно, разрешение на это. Есть там с оленятины, с разных таких интересных зверушек, с крольчатиной и так далее.
А Феликс, скажите, а вот откуда у вас поставщики, допустим, с каких-то стран определенных, как вы их находите? Безусловно, когда я открывал магазин, я об этом думал, и мне пришлось немножко поработать. Я посидел в интернете, прогуглил всех, кто мог, походил по магазинам. Естественно, у меня были какие-то знакомства, друзья. Товары идут со всей Америки. Безусловно, есть товары со всего мира, можно сказать так. Естественно, больше из бывшего Советского Союза, со стран бывшего Советского Союза, потому что мы ориентируемся все равно на наших, это естественно. Товары я получаю со всей Америки. Я не смотрю ни на что, насколько это тяжело привезти, или же есть проблемы какие-то привезти. Я, если вижу, что это товар, который должен быть в моем магазине, я нахожу возможности, разговариваю, не смотрю на цены, не смотрю на длинные перевозки и так далее. Приходит товар отовсюду. С Сиэтла, с Лос-Анджелеса, с Майами, с Нью-Йорка, с Атланты, со всей Америки. Супер. А скажите, бывают ли у вас какие-то акции в магазине? Конечно, у нас бывает акция, как в любом другом магазине. Вот, например, сегодня у нас есть такая акция. Покупаешь баночку икры, вторую любую баночку, на вторую любую мы делаем 10% скидку. То есть как бы мы гарантируем, что вы на первую получаете цену самую низкую в городе и в окрестностях, в ближайших штатах, а на вторую еще получаете дополнительно 10%. То есть на икре это значимо. Если вы покупаете черную икру или красную там, икру подороже, чем больше вы покупаете, тем больше получаете скидку. Например, сейчас, конечно, мы стараемся на праздники какие-то подарочки давать. Все как во всех магазинах. Вы сказали, я вспомнила подарочки. Мы вот на Новый год с дочкой приходили, и можно было баночку икры получить. Очень было здорово, приятно. Спасибо. Вот. Скажите, пожалуйста, еще теперь вот как бы в заключение, где вы находитесь, ваш адрес и часы работы, чтобы люди могли, кто посмотрит это видео, приехать. Конечно, мы посетить. находимся в сердце эмиграции, в городе Баффало-Гров, по адресу West Данди. Я почему говорю акцент делаю на West, потому что у нас тут Данди разные. Данди, да, улица. Данди, West Данди Road, 400 West Данди Road. 400. Мы находимся на плазе. Здесь все магазины, это 400 West Данди. Вы увидите нас, въезжая на плазу, практически в упор, вы увидите большими буквами магазин Кевер. Мы работаем 7 дней в неделю, несмотря ни на что. С 10 утра до 7 вечера. В субботу, воскресенье чуть короче дни. Так хочется побыть с семьей, тоже что-то сделать. Также для бизнеса. В субботу, воскресенье с 10 до 5. Работаем без выходных. Принимаем все виды оплаты, включая фудстемпы. Если это интересно. Интересно, очень здорово, отлично. Практически, наверное, это и все. Мы очень благодарим вас за интервью, было очень интересно. Приятно. И, пожалуйста, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. Благодарю за просмотр. Приходите в наш магазин, и вы не пожалеете. Отлично. Да, здесь сладости, тортики. Здесь у нас есть... Вот здесь вот икра, к сожалению, тут цвета тоже нету сейчас. Вот икра на развес. Тут много видов, более 10 видов на развес. Ее можно попробовать и выбрать на свой вкус. Вот в данный момент от $25 за паунд и выше. И опять же таки помню, вот в данный момент на вторую баночку икры вы получаете еще 10%. Понятно. Вот у вас вот и мед, я смотрю, и варенье тоже. Да, мы иногда смеемся, у нас девочки смеются, говорят, у нас магазин меда или магазин чая. То есть смотрите, какое количество меда с разных стран, от разных цветений, разных всевозможных сезонов, растений. Да. Понятно. Вот. И у нас есть выбор продуктов хороший, такой правильный. Мы берем лучшее, что есть на рынке. Супер. То есть не все, чтобы было все, а вот именно из того, что есть все, мы выбираем самое лучшее. Супер, понятно. Отлично.